Всем привет! Отчет за прошедшую неделю, что сделалось в кемпере. Завариваем кофеечек, погнали! Сегодня мы на СТО у Дмитрия. Если вам нужно будет офигенное обслуживание машины, механик, то, конечно, обращайтесь. Все контакты будут в описании этого ролика. Какую-то часть сделаем. Я сегодня в планах хочу замазать отверстие с эбоксидной смолой. Но перед этим надо хорошенечко подготовить наш автомобиль. Я высверлил заклепки, которые были сделаны из алюминия и держали к стене вот эти элементы, за которые цепляются ремни и придерживают грузы. Цепил сами эти элементы с помощью нехитрого инструмента под названием монтировка. Потому что они были еще приклеены на клей, довольно-таки сложно было их оторвать. Хоть я и попробовал некоторые алюминиевые пластины оторвать, но они настолько были приклеены к стене, что их нереально было оторвать, не повредив сам пластик, поэтому я решил их оставить на стенах автомобиля. И выкрутил болты, которые были еще дополнительно прикручены эти элементы. Ну и вот так выглядит примерно автомобиль, как будто пулевые отверстия, но на самом деле это не пулевые отверстия, это отверстия от болтов, к которым прикручивали различные крепеж в самом грузовике. Сами эти крепежные элементы для ремней я оставил, потому что я хочу их использовать еще в гараже. Например, за них очень удобно будет цеплять велосипед или скутер. Зашел в магазин строительный, вот покупаю стекловолокно. Ну и на сегодняшний день, чтобы немножко поработать, были вещи. Заодно посмотрим, что еще продается с лакокрасущих интересных вещей. Ну, их буду покупать по мере необходимости попозже. Сейчас они мне пока что не нужны. Купил такой скотч малярный, купил стекловолокно, купил маску. При работе со стекловолокном лучше ее иметь, чтобы потом у вас все там не чесалось и в рот не летело это. Перчатки, соответственно, тоже не очень хочется потом от эпоксидной смолы отмывать руки. Шлифовальные круги, это когда все застынет. Ну и я всегда всем рекомендую соблюдать технику безопасности, так как я делаю все-таки этот кемпер для того, чтобы потом отдохнуть, а не ходить и думать, как полечить глаза. Это покупать защитные очки. Это вот прям при всех ремонтах покупайте защитные очки, чтобы потом не доставать куски от шлифовального круга у себя с глаза или тому подобные вещи, которые постоянно отскакивают. Ну и в растраты постройки кемпера заносим 85 злотых. Все мне это обошлось. Плюсуем. Поехали дальше. Нет, это не пластилин, это знаете что? Это, видно, взяли просто герметом и замазали. И вот это герметик. Тоже видно, какой-то удар был. Пластик нарушен. Естественно, весь мусор я здесь оставлять не буду. Я его аккуратно пособираю, за собой уберу. Здесь не будет такого, что я поработал, за мной остался мусор. Машине 13 лет. И не может быть так, что за 13 лет эта машина, тем более рабочая, ни разу нигде ни обо что не шкребанулась, не ударилась, не вставилась. Ну вот она тут. О, прям продавливается пластик. Ну мы его туда дальше продавливать не будем. Мы его, в общем, зашкурим сейчас и будем заклеивать. В принципе, все отверстия буду так зашкуривать. Погнали, посмотрим, что получается. Воняет, конечно, эта замазка, которую замазывали, непонятно, что это. Мне главное зашкурить место, где будет клеиться стекловолокно. Ну и все остальные отверстия я таким же образом сейчас вокруг зашкурю, чтобы была поверхность для сцепления стекловолокном. После я смешал затвердитель и эпоксидовую смолу, нарезал ровными кусочками стекловолокно, нанес эпоксидку сначала на стену своего автодома, потом приложил стекловолокно, хорошенечко его пропитал кисточкой. Методом нажатия пальца на стекловолокно я проверил его прочность, довольно-таки вышло неплохо, довольно-таки прочное и скорее всего водонепроницаемое. Так, уже думал, что весна и немножечко потеплеет, но опять стало холодно, хоть и солнечно. Моя эпоксидка, которая заклеивал латки, подсохла. Сейчас я чуть-чуть пошлифую ее.
чуть-чуть пошлифую для того, чтобы сравнять сопельки, которые тут висят, и наложить новый слой. Еще один хороший кусок работы. Зарегистрировал автомобиль. Занимает немножко времени. Сейчас зарегистрировал. Через 2 недели сказали, приходи забирать довод. Ну, легализуемся. В Польше, если не зарегистрируешь автомобиль в течение 30 дней, то будет штраф. Я зарегистрировал. Слава богу, все класс. Так как у меня было написано в документах, что был поврежденный двигатель, поэтому давалось время на ремонт. И после этого я должен был пройти техосмотр. И после техосмотра только можно зарегистрировать на себя автомобиль, что я успешно и сделал. Также попытался сделать замок в дверях, потому что вот этим саморезом мы закрываем сейчас двери. Это, это очень фиговая идея. Я думал, чтобы удобнее было замочек, но не получилось у меня. Надо что-то по этому поводу подумать. Делал в двери этот замок, хотел его делать сэкономить и временным. В итоге получилось, мягко говоря, кусок нехорошей штуки. Наверное, так не делать. Это моя ошибка, что я таким занялся. Как говорится, скупой платит дважды, а невнимательный трижды. Невнимательный почему? Потому что я сегодня поднапрягся, искал, и в итоге нашел такой же замок в китайском сайте, который стоит всего лишь 100 злотых. Это где-то порядка 22-23 евро. Вместе с доставкой 25 евро. Полный аналог английского замка, который стоит 150 евро. Так что проковырялся, потратил время, и получилась вот такая херня. Сегодня очередной день, когда я решаю проблемы кемпера. Вчера был очень такой долгий консилиум, как же нам поступить. Ну и пока решили на том, что поедем сейчас к человеку, который занимается сваркой алюминия, чтобы он примерно мог нам рассчитать по стоимости. Потому что если будем делать алюминиевые конструкции, которые укрепляют кузов кемпера, то надо будет варить. Ну и хотелось бы понять, влезем ли мы в этот бюджет нашего кемперостроения. Поехали, посмотрим, что у нас с этого получится. В общем, приехал к человеку, который занимается алюминием. Я вам скажу, что оказалось нормальные цены. Не такие, как я рассчитывал. Я думал, что мне металлические алюминиевые эти конструкции выйдут там в какую-то бешеную цену. Но посчитали с ним работу, посчитали его материалы. Ну, получается недорого, даже дешевле, чем из дерева делать, например, ту же кровать. Поэтому мы сделаем все с алюминиевого. Почему? Потому что это будет легче. И потому что это будет немножко дешевле. Ну, как-то так. Вот такие алюминиевые заготовки нам отрезают. И делаем наш каркас. Вот так примерно напиливает человек. Съездил к специалисту, который занимается алюминиевой сваркой. Он мне сварил конструкции такие для алюминиевой конструкции для перегородок в душе, перегородок от гаража к основному жилому помещению. Я сделал колоссальную ошибку, что надо было варить прямо внутри. А я думал, что я потом занесу, вставлю, но из-за того, что есть бортики металлические при входе, которые по 10 сантиметров, мне не дали это сделать. Соответственно, из-за того, что большая диагональ, в общем, распилила напополам, вот на заднем плане лежит. Будем потом распиленное вставлять и сваривать по-новому. Затраты как времени, так и денег. К сожалению, при постройках таких автомобилей этого не избежать. Если вы не главный инженер какого-нибудь Дуката. Я не главный инженер, как вы поняли. Вот, был бы инженером, наверное, не занимался таким. Так.
Приехав к специалисту, выгрузил все свои заготовки. Он мне за 3 часа это все сварил. Я ему оплатил данную работу. Ну и в принципе на этом было все. Правда, через 2 дня я вернулся для того, чтобы спаять по-новому одну конструкцию, которую я распилил напополам, так как она не входила, и я просчитался. А просчитался почему? Потому что слева и право были борта, которые на 10 сантиметров уже, чем сами стены моего автодома, и поэтому она никак не входила, и пришлось разрезать напополам и уже 2 половины отдельно занести. Для того, чтобы установить конструкции, мне пришлось использовать 2 домкрата, поддомкратить одним домкратом это потолок и стены, потому что все-таки автомобиль старый, и со временем он уже потерял диагонали, также потолок провис на 8 сантиметров вниз, и стены уже тоже были таким бананом, вовнутрь вогнутые, поэтому приходилось их распирать, равнять диагональ, немножко помучиться пришлось, но мне удалось установить эти алюминиевые конструкции. Пришлось немножко их подрезать, потому что по углам были еще алюминиевые вставки, которые 2 мм, которые на стыке держат потолок и стену, и из-за этого мои перегородки не влазили. Все это дело я промазал клеем, который немножко мощнее, чем даже клей для лобового стекла. Мало того, что он мощный, он еще имеет большое растяжение. То есть в случае, когда будет вся конструкция играть, чтобы она не гремела, не шумела, все лучше промазать. Кстати, ванночку для душевой я заказал. На картинке была одна, а пришла другая. На самом деле я заказывал просто по принципу самая дешевая. Пришла не пластиковая, а металлическая. И я уже подумал, да фиг с ним, буду ставить металлическую. Зато будет крепче и надежней. Но это не точно. Все это со всех сторон промазал еще клеем. И в углах прикрутил уголки, чтобы сами стены не отходили. Позже думаю еще поставить металлические заклепки. Тоже, чтобы они придерживали эти стены, потому что мало ли что вдруг, чтобы эта вся конструкция не упала, не рухнула, не подвинулась. Что еще сделал за сегодняшний день? Это заказал такую ванную под душевую и установил уже стены для душевой и саму ванную. Осталось дождаться, когда приедет бак для серой воды, и мы установим вместе вот с ребятами с СТО. И это все, казалось, вот целая неделя прошла, но не так все быстро и не так все классно, как хотелось бы, потому что пока съездил алюминий, заказал, пока мне его напилили, пока сварили конструкции, пока это оформлял машину, это очень много все занимает времени, ну и денег, конечно. И самое интересное, что, казалось бы, вот купил там силикон, купил саморезы, купил различные там приспособы, ту же ванну, купил стекловолокно, эпоксидную смолу, и уже 5000 злотых нету. А это, на минуточку, кто смотрит с других стран, 1500 евро. Ну ладно, вру, меньше, 1200 евро. Но все идет к тому, что процесс удорожает, а я уже в голове себе придумал, как сделать многие вещи дешевле, или буду просто банально от них отказываться. Ну а вы не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, наблюдайте за моим проектом, что будет дальше, и посмотрим, что у меня выйдет из этого уже на следующей неделе, в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.